Вот такую постную толму пасус толма мы сегодня приготовили. Смотрите до конца, я думаю, вам очень понравится. Добрый день, друзья! Сегодня на нашем канале Вартрос мы будем готовить постную толму или по-армянски пасус толма. Неоднократно писали нам комментарии, чтобы мы приготовили. Вот, сегодня будем уже готовить. Хочу перечислить, что нам понадобится для нашей толмы. Первым делом нам надо квашеная капуста. Видите, вот она такая квашеная и называется голубцовая. Ее надо сначала отмочить, промыть от соли, и потом уже можно использовать. Далее нам понадобятся крупы. Булгур, вот такой у нас мелкий, дробленая пшеница, зеленая чечевица, нут, фасоль. Нут и фасоль я заранее замочила на ночь, где-то на 8 часов, и потом сварила до полуготовности. И лук, и остальные специи я уже перечислю по ходу нашего приготовления. И понадобится еще томатная паста вот такая и лечо. Я сама приготовила такое лечо. Тут болгарский перец, томаты перекрученные зеленью. Это очень вкусно. И мы будем использовать это лечо в зажарку. Первым делом нам надо приготовить зажарку. Поэтому мы возьмем лук, измельчим мелко. И потом на растительном масле будем обжаривать. Вот так. Лука я взяла 3 средние такие луковицы. Можно больше, можно меньше, кто как любит. Но хочу сказать, что вкус лука именно в этой толме, она должна быть именно чувствоваться. Ее должно быть много. И, конечно же, все пропорции я напишу в описании под видео, чтобы вам было удобно сохранить и приготовить по такому рецепту. Я сейчас измельчу, а потом мы уже приступим к обжариванию лука. Мы разогрели сковородку и наливаем подсолнечное масло. Масла должно быть достаточное количество. Я бы сказала, даже, знаете, где-то 100-150 грамм масла. И мы обжариваем лук до золотистого цвета. До мягкости лука. Вот так. Пока у нас лук обжаривается, нам нужно промыть крупы. Мы просто заливаем холодной водой. Вот так. Крупы нужно обязательно промывать. Я заливаю и потом промываю и сливаю. Но прежде чем заливать, нужно обязательно перебрать, потому что может попасться какая-то пыль, я не знаю, что-то такое. Вот так промыли, сливаем воду и будем готовить начинку. Так. И вот это. Посмотрите, вот до такого состояния мы обжарили лук. И сейчас нам нужно добавить красный молотый перец. Вот так вот. И добавляем, перемешиваем и добавляем томатную пасту. Вот сюда. Где-то 2 столовые ложки томатной пасты. Томатной пасты должно быть тоже достаточно. От этого зависит насыщенность начинки. И добавляем вот это лечо. Ой, это такое ароматное лечо, вы не представляете.
Так вкусно пахнет. Тут у нас перемолотый болгарский перец, зелень, петрушка и кинза и много-много помидор. Вот так перемешиваем. И добавим немного воды теплой. Обязательно теплой. Вот так перемешиваем. И где-то в течение 5-7 минут даем соединиться всем ингредиентам. И можно выключать газ. Пока у нас готовится зажарка, мы соединим все наши крупы и бобовые. Добавляем отварной нут. Далее фасоль. Все ингредиенты я брала вот в таком вот стакане. Все крупы, это 250 миллилитровый стакан. И пропорции будут на такой стакан. Далее добавляем булгур промытый. Вот так. Перемолотая пшеница, тоже промытая. Вот так. И далее зеленая чечевица. Тоже мы хорошо перебрали и промыли. Сюда мы добавляем, сейчас я это все уберу. Вот так. И далее нам нужно будет добавить специи. Угу. Добавляем вот такие вот специи. У нас сушеный реган из Армении и чабер, или по-армянски цитрон. Вот эти две травы, они дают просто необыкновенный вкус толме. Вот смотрите, вот такую хорошую жменьку добавляем. Перетираем между ладонями, чтобы не было крупных частиц. И регана тоже. Вот так вот. Вот так измельчаем. Если попадаются грубые части, их надо обязательно удалить. Вот так. Добавим соль. Хоть у нас и будет квашеная капуста, но все равно начинка должна быть вкусная. Поэтому солить нужно по вкусу. И чуть-чуть черного перца. Совсем немного. Красный перец у нас уже есть в зажарке, добавлять уже не надо. И буквально пол чайной ложки черного перца. И сюда мы сейчас добавим готовую нашу зажарку. Ой, она такая ароматная. Я так люблю именно аромат зажарки. Смотрите, какая красота. Какие тут ароматы. Я добавлю и тщательно будем перемешивать. Вот так. И вот так ложкой перемешиваем, чтобы объединить все наши ингредиенты. Для аромата, цвета и красоты добавим еще свежей зелени. У нас тут петрушка и укроп. Мелко нарезаем и добавим в нашу начинку. Ой, такая ароматная зелень, пахнет уже весной.
добавляем сюда и так же само перемешаем. Вот так. Ложкой чуть неудобно перемешивать. Я одела перчатки и вот так тщательно, вот так вот перетираем, чтобы начинка была сочная, вкусная. Вот так. Начинка готова. И теперь я буду заниматься капустой. Я хорошо промыла капусту от соли. И вот удаляем вот эту кочерышку. И будем разделять на листики. Вот так. Подготовим в отдельную мисочку. Отдельно оставим несколько листиков для того, чтобы дно кастрюли застелить. Вот эти вот оставим, а вот эти уже будем закручивать. Вот эти вот грубые части, толстые такие, мы их срезаем и выравниваем. Смотрите, вот так вот, чтобы было вот так тоненько. И вот я сюда все подготовлю, и потом будем уже закручивать. И вот эти грубые части тоже мы оставим на дно кастрюли, постелим, чтобы толма не пригорала. Вот так. Теперь уже будем закручивать толму, но первым делом нам, помните, мы вот эти вот листики оставили, мы застилаем нашу кастрюлю, дно, и вот эти вот самые мелкие листики, они нам тоже не понадобятся, поэтому их тоже можно использовать вот так. И вот эти вот грубые части, которые мы срезали, тоже вот так вот хаотично кладем в кастрюлю. Вот так. Эти оставим, потом уже сверху будем накладывать. Смотрите, вот мы берем вот такой листик большой и накладываем сюда начинку. Начинки мы кладем побольше. Эта толма, она отличается от мясной толмы тем, что мы делаем больших размеров. Вот так, смотрите, сколько много начинки я сюда положила. И закручиваем как блинчик. Вот так. С этой стороны, с этой стороны. Выравниваем аккуратно. И вот так у нас, смотрите, получилось. Вот такого размера должна быть наша толма. Кладем в кастрюлю и точно так же закручиваем все остальные листики. Вот смотрите, вот так. Хочу показать еще другой способ, как можно закручивать толму. Мы берем листик, смотрите, вот так. И уже видите, сам листик показывает, сколько нам нужно начинки. Кладем прямо в ладошек, вот так. Начинки кладем щедро. И вот так в руках закручиваем. Смотрите, очень легко и просто. Вот так. Вот посмотрите, из одного кочана капусты у нас получилось столько толмы. Я вот закручиваю последний листик. Вот так. И смотрите, если остается немного начинки, ничего, это можно использовать как для супа, так и просто вот сюда вот класть
И когда сварится толма вместе с начинкой, тоже очень вкусно получается. Смотрите, вот так у нас последняя толма. Мы кладем сюда сушеный абрикос, курагу, а также можно класть и чернослив, но мне больше нравится именно вкус кураги. Это дает такой очень приятный аромат. И посмотрите, у нас остался последний листик, вот такой маленький. И я закручу для нашей Ани маленькую такую толму. Вот так. Нам остается только залить воду с томатной пастой, развести и залить толму и поставить на газ свариться. Сейчас я принесу сюда томатную пасту. Вот так, еще воду принесу горячую, обязательно горячую. Это мы уберем сейчас. Смотрите, вот мы берем где-то столовую ложку томатной пасты. Вот так. Добавим сюда столовую ложку нашего лечо или просто перекрученных помидоров. Вот так. И добавляем горячую воду, размешиваем, доводим вот такого до жидкого состояния, как для соуса вот такого. Это для красивого цвета толмы. Вот так. И заливаем толму так, чтобы вода накрыла полностью толму. Вот так. И обязательно потом я покажу, еще надо тарелкой накрыть. Еще немного тут осталось лечо. Я добавлю. Вот так. Вот так накрываем тарелкой. Это для того, чтобы толма не всплывала. И накрываем крышкой. И ставим на медленный огонь. С момента закипания где-то час будет вариться толма. Вот так. Смотрите, у нас толма уже закипела. И вот с этого момента мы варим ровно час. По мере необходимости можно добавлять горячую воду. И готовность толмы мы проверяем по готовности чечевицы, так как нут и фасоль уже у нас готовы, полуваренные, поэтому они быстро сварятся, и крупы тоже достаточно быстро варятся. Как только чечевица будет готова, значит толма тоже уже готова. Толма уже наша готова. Посмотрите, какая она получилась. Пришла моя помощница, моя Ани. Сейчас мы будем выкладывать на блюдо. Вот так убираем тарелочку. Посмотрите, мы на это красивое блюдо будем выкладывать. Это Марата подарок. Он подарил от всей души. И поэтому мы на все праздники всегда используем это блюдо. Смотрите, какое красивое. И вот так вот толму выкладываем красиво на блюдо. Вот так. Это Ани толма. Эскиз хамарки, да, Сани? Ани будет пробовать. Смотрите, какие у нас красивые получились. И курагу тоже для красоты можем вот так выложить. Вот это. Вот и мы приготовили толму. Посмотрите, как красиво у нас получилось, как ароматно. И несмотря на то, что это постная толма, она очень вкусная, очень сытная и полезная. И хочу сказать, что такую толму мы подаем как в горячем виде, так и в холодном виде. Но я очень люблю в холодном виде кушать. Сейчас мы дадим Ани, она попробует. Это для нее мы заворачивали. Сейчас я вам порежу. Вот так.
Это мы сейчас только достали из кастрюли. Она горячая-горячая. А когда остынет, совсем другой аромат и вкус. Смотрите, как у нас внутри. Вот так. Видите, много начинки, полезной начинки. С кислой капустой это очень вкусно. Anne wird der Pokerkirsch, да? Камац, эссенс. Вот так. Спасибо. Хамова, Аняса? О, примохчика шат хамова. Они это любят, это блюдо. И хочу показать вам разрез вот этой вот толмы. Халпче, окей. Вот так. Посмотрите. Все сварилось, все пропеклось. Очень ароматно, очень вкусно. Друзья, пробуйте по такому рецепту. Я думаю, вам очень понравится. Готовьте и радуйте своих родных и близких. Спасибо, что были с нами. До новых незабываемых кулинарных встреч. Впереди вас ждет много вкусных, полезных и домашних рецептов. Катрем чизели, Ани? Туш катрем. Вот так.